Итак, друзья, всем огромный привет. Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня 14 апреля 2024. Со времени записания последнего видео прошло буквально вот 10 дней. И вы видите, насколько стало все зеленым. Уже листья практически все листья повылазили. Ну, еще, конечно, видно вот плешины такие. Но весна берет все в свои руки. Сейчас я хочу проехать буквально вот до того места, где я записывал последнее видео. Я там везу пару вещей в заднем кофре. И буквально пару слов хочу. У нас баура живут, коровки, вон они молочко дают. Вот как раз само то хорошо видно. Ё-моё, жарко уже стало, а? Так, друзья, значит, в последнем своем видео я купил вот такую штуку. Но вы знаете, я ее тут уже приготовил так в походном варианте. Но я, знаете, после того, как выставил видео, я все думал, значит, насчет того, почему так происходит, почему я стал прокалывать камеры, пробивать камеры монтажкой. Раньше вроде такого не было, когда я бортовал. Тем более мне написали комментарии по этому поводу. И я думал, слушай, а почему правда так происходит? И потом, когда я раскинул мозгами, так сказать, я вспомнил, что я купил вот эту вот монтажку. И с тех пор у меня все началось. Ну, где-то, может, лет 5-6 тому назад. А до этого у меня были вот эти монтажки. То есть я пользовался вот этими монтажками всегда. И как бы никаких проблем не испытывал. Вот. Все дело в том, что если мы внимательно посмотрим, да, вот видите, разница вроде небольшая, но, не знаю, так видно. И проблема состоит в том, что, ну, грубо говоря, если вот представить вот здесь, да, обод колеса, вот, и она четко заходит под обод, и тем самым она не захватывает, вот, не захватывает камеру. И ты вот так вот таким макаром забортовываешь. Ну, это для разбортования, да, монтажка. Все отлично. Вот он, маленький изгиб такой. Вот. В этой же монтажке, конечно, ей удобнее, но вероятность того, что, во-первых, она засовывается чуть дальше, ты можешь ее легко туда засунуть, и вот этот носик, этот кончик монтажки, он, конечно, выступает гораздо дальше. Вот. Видно, да? Вот он. И здесь вот легко может захватить камеру и прижать к ободу. Вот и вся проблема. И я подумал, думаю, ё-моё, вот эта вещь стоит таких денег. И уже даже хотел было отправить ее назад, потом думаю, да, ладно. Дело так к старости идет. Вот, поэтому, да что там говорить к старости, она уже пришла. Но самое главное, вот, посмотрите, это же, вот, это же
специально для адвенчера сделана. Для Африки Adventure Sport. Вот она. Цвет один в один. Думаю, нет, все. Эту вещь я оставлю. Как будет возможность, я, конечно, ее испытаю. Вот. Но эти монтажки, вот, конечно, я их оставлю себе тоже. Вот, проблем в этом нет никаких. Так что, друзья, просто хочу посоветовать тем, кто как бы, ну, столкнулся вдруг с такой вот проблемой, да, при монтаже. Обратите внимание на, значит, инструмент. Все дело в инструменте. Вот. Так что вот такая вот вещь. Теперь вторая проблема или вторая сфера моей подготовки. Вот, я думал о том, как мне уберечь сумку от прожигания, допустим, вот от трубы, да. Вот, так как она будет расположена вот здесь. Вот, и здесь она, возможно, будет касаться. Вот, ну, я думаю, что она будет касаться все равно трубы. И, окей, она здесь, но все равно это надо как-то их уберечь от прожигания. Потому что это все расплавится, обгорит и, короче говоря, будет не очень хорошо. Вот. Есть, конечно, такой щиток, продается, да. Кстати, вот оригинальный глушитель в этом плане лучше. Вот у него здесь такой щиток большой стоит, поэтому без проблем. Но оригинал нам не подходит. Поэтому я начал тоже думать, как бы так сделать, чтобы было и красиво, и, в общем-то, как бы вот не закрывать красивый глушитель и уберечь сумки. И дотумкал, знаете, до чего? Сперва, вот, сейчас вам покажу. Купил вот такую вещь. Вот она. Вот так вот. Ну, понятно, здесь такими хомутами она подтягивается. Вот. Это, конечно, поможет, да, в некоторой степени. Вот, но, допустим, только вот этот край глушителя. Здесь, если она вот так ляжет, сумка там, то тоже не очень, да. То есть это вещь съемная. Отстегнул, пристегнул, допустим, поехал в путешествие, одел, приехал, снял. Вот, но потом думаю, вот надо здесь как-то закрыть так вот, чтобы... Вот, и не хотелось городить всякими вот этими железками, знаете, щитками. Я придумал вот такую вещь. Как вам? Это, знаете, это сетка для гриля. Вот грилить мясо на углях, прям она термостойкая, она выдерживает там огромную температуру, глушитель даже такую никогда не достигнет. И подумал, что я ее пришью вот здесь, да, к сумке. Вот с этого края так пришью и с этого края пришью. Здесь вырежу, вот. Здесь вот вырежу, допустим, петли, и будет нормально. Потом подумал, что я буду дырявить сумку. Я уже снял вот этот внутренний чехол, вытащил. Думаю, вот в этих вот местах, вот где вот здесь вот тонко, здесь вот прям вот так вот прошью. Вот. Но потом прикинул, а что, если я сделаю следующим образом? Не знаю, на камере. Ну-ка. Я сделаю вот так. Вот здесь я вырежу. Вот тут, да, ну, грубо говоря. Сюда. Вот. Здесь я закрою вот этой штукой. Да, приблизительно. Ну вот, ну пускай. Я просто обрежу. Здесь она далеко, вот только верхнюю часть. Вот. И здесь также хомутом прижму по краю. И все. Вот я руку ложу на горячий глушитель. Да, она, конечно, тоже нагреется, конечно. Но так как все-таки тут есть прослойка двухслойная, я не думаю, что она... Вот. Ну, в любом случае, я думаю, я так вот сделаю, закреплю, положу сюда какой-нибудь вот этот материал вот так и посмотрю, что с ним будет. В общем, вот такой вот вариант у меня возник. Вот, да. Ну, вот, в общем, вот так вот букву оставить. И вот так вот я... Здесь зажмется, здесь чуть-чуть, здесь топерщица будет маленькая. Топорщица, да. Вот. Как вам такая идея? Вот, если купить еще одну такую,
допустим, да, на эту сторону. Можно вторую такую купить, да. Допустим, эту сюда, а эту вот так сюда. Посередине это. Да, ну на Алиэкспресс она там копейки стоит. Вот. Так что выкину. Так что, наверное, так и сделаю. Так, да, еще я забыл вот что еще сказать. Значит, я купил ленту, то есть не ленту, а что она, пленку. Вот. И хочу обклеить, прозрачная пленка специальная для этих противотуманок, желтая, прозрачная. И хочу вот обклеить противотуманки желтой пленкой, чтобы они издавали такое, светили желтым цветом. И потому что вот как поворотники, например, очень хорошо это видно, потому что к белому уже как бы все привыкли, все автомобили ездят. Вот этот желтый цвет, он будет очень так контрастно выделять. Вот, так что вот так. Вот, обратите внимание, да, на монтажки, как они у вас сделаны, потому что вот эти монтажки специально, это старые еще очень старые монтажки с таким маленьким зацепом. Есть еще, я видел такие тоненькие, они имеют такой носик тоненький, как раз чтобы за край обода, вот видите, вот здесь вот за краешек так зацеплять и туда заталкивать. А если монтажка у вас способна туда вот так проникнуть, туда дальше, то все, она не годится. Эта монтажка не годится, это 100% уже. И это главное ведет к тому, что вот прокалываешь. Вот. Она удобная, конечно, рычаг у нее больше, ручка, все замечательно. Но именно вот само устройство монтажки. Кстати, я подумал, знаете, о чем? Как правильно говорить, монтажка или монтировка? Вот. И интернет выдал, значит, монтировка это более такая большая, которая на одном конце имеет такой, как бы, ну, для баллонника ключа, чтобы вороток такой, а на другом конце лопаточка. То есть это большая монтировка, монтировать колесо, снимать и разбортировать. А маленький инструмент вроде как правильно называть монтажками. Вот. Но это не так важно, но все равно так, сведения. В общем, ладно, я еду дальше. Итак, друзья, все, на этом все. Вот такое небольшое коротенькое видео для вас. Может быть, кому-то это будет полезным. Вот, желаю вам всем здоровья, радости, счастья, мира, всех благ. Все, всем пока. Все, поехал? Поехал? Ну, я тебя долил туда, видел, да? Там чуть-чуть. Ну давай аккуратно, да?